Около месяца назад, может быть, 3 недели назад, я услышал одно свидетельство одного пастыря. About a month ago, I heard a testimony of a pastor. Довольно-таки известный пастырь, It was a pastor who was well known. который уже был пастырем более 20 лет. He's been a pastor for more than 20 years. И он рассказал такую историю, что однажды он был со своей семьей, там где-то несколько лет назад. And there was a story that he shared that he was with his family a couple years ago. Друзья были у них дома, и вдруг он почувствовал, как будто бы ему очень плохо. And his friends were visiting his house, and he felt very bad. Он говорит, я почувствовал, как будто у меня будет сейчас heart attack. And he felt as if he was going to have a heart attack just now. И он говорит, позвоните в скорую помощь. And so he says, call 911. И они приехали, посмотрели, говорит, все с тобой нормально. They came and looked at him and they said, everything is good. У тебя просто anxiety attack. You just have an anxiety attack. Он говорит, я был очень удивлен, как бы я вообще не ожидал этого. I was very surprised. This is not something I was expecting. И с тех пор, говорит, в моей жизни было очень трудное, я проходил очень сложные испытания. And since that moment, I went through very difficult tests. Страх, Fear, переживание, worry, депрессия. depression. И он как бы пытается людям сказать, что это очень серьезная проблема. And he's trying to tell people that this is a serious problem. Он говорит, я хочу донести до людей, что это реальная проблема I want to сегодня. make sure that people are aware that this is a real problem. И знаете, что я посмотрел, что 20% в Америке людей, And I looked it up and I saw that 20% of people in America, у них диагноз был поставлен anxiety. they've been diagnosed as anxiety, переживание. Anxiety – это переживание или тревога, чрезмерная тревога. Anxiety is worry, where you worry way too much. И около 30% из них – это молодежь. And 30% of those are teenagers. Вот представьте себя, 66 миллионов людей в Америке, Imagine 66 million people in America, они переживают эту психологическую болезнь. and they go through this psychological sickness. И каждый третий из молодежи, можно так сказать, да, And it's almost every one out of the 3 of youth. переживает какую-то форму этой болезни. They experience some sort of form through of the sickness. В нашей церкви молодежь сделали опрос, такой survey, In our church, we had a little survey done among the с youth. молодежью и спросили, какая самая большая проблема, с которой они сегодня And сталкиваются. they've been asked what is the biggest problem that they meet or come against this at their time. Я ожидал, что это будет грех. And I thought it would be sin. То есть, зависимости различные, там, Or грех. addiction, sin. Но оказалось, что номер один проблема это была anxiety. But turned out it was anxiety. То есть переживание, Worries, стресс, stress. чрезмерное беспокойство в жизни человека. Where you cannot stop worrying. И знаете, мы живем в таком мире сегодня. And this is the kind of world we live in today. Social media, телефоны, Social media, telephones, работы, учеба. jobs, education. Оно настолько все давит человека, It just squeezes the person and puts so much on them. что люди начинают проходить вот такие сложности, да? And because of this pressure, people start going through these troubles. Я хотел бы об этом немножко поговорить сегодня, And I want to talk about this a little bit потому что в Библии есть ответ на это. because the scripture has an answer to Я this. думаю, что наша молодежь, наша церковь, она не уникальна. I believe that our youth is not unique in our church. Я думаю, что эта проблема, она и в других церквях. I believe this problem also exists in other churches. И вот я хотел бы прочитать первое место Священного Писания. Это такое классическое место, 11 Матфея, 11:28. Евангелие от Матфея, 11:28. I would like to read Matthew 11:28 through 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
То есть Иисус говорит, придите ко мне все люди, у которых проблемы, у которых сложности в жизни. Here Jesus is saying, come to me, all you people who have problems and troubles in your life, И Он говорит, я успокою вас. and I will give you rest. И многие люди на этом останавливаются. And many people stop here. И они проповедуют такое Евангелие. And this is what they start preaching. Они говорят, вам просто надо прийти к Иисусу. They just say you simply need to come to Jesus, И ваши все проблемы будут and решены. all your problems will be gone. Просто отдайте все Иисусу. Just give it all to И Jesus, у вас все будет хорошо. and everything will be okay. Но здесь Иисус так не говорит. But this is not what Jesus is saying here. Он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. He says, and take my yoke upon you and learn from me. Потому что иго мое благо и бремя мое легко. For my yoke is easy and my burden is light. Не просто мы должны оставить свое бремя, мы должны взять бремя Его. We're not just supposed to leave our yoke, but take his burden. В этом большая разница. And there's a big difference in this. Сегодня люди, они приходят к Богу и говорят, Боже, благослови меня и мои все планы, которые у меня есть в моей жизни. Today people approach God and say, Lord, bless me and all the plans I have for my life. Я вот все запланировал, теперь я пришел тебе, благослови меня. I have planned everything out, now I came to you, and so now you bless me. Но Бог, Иисус так не говорит. But that's not what Jesus teaches. Он говорит, если у тебя есть сложности, если у тебя есть трудности и проблемы, приди ко мне, He says, come to me all who labor and are heavy laden. возьми мое бремя и мое иго, и тогда ты найдешь успокоение. Take upon you my yoke and learn from me. Я хотел бы прочитать еще одно место Священного Писания, Луки, 14 глава, 25-33 стих. I would also like to read Luke chapter 14, 25 through 33. Иисус здесь говорит радикальные слова. Jesus speaks radical words here. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. It says, now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish it, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king, going out to encounter another king in war, will not sit down first to deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. За Иисусом идут тысячи людей. So there's thousands of people following Jesus. И вы знаете, если бы, наверное, это мы были, вот я или вы, да, мы бы, наверное, повернулись и сказали, ну, спасибо, что пришли. Не правда And ли? if this was you and I, or I, we would turn around and say, well, thank you all for coming. Ну, хоть, по крайней мере, может быть, не с правильными мотивами, но пришли. Maybe you came with the wrong motives, but at least you came. Не правда ли, мы так иногда слышим сегодня, ну, молодежь там, ну, хоть... And sometimes we hear this in churches that, oh, well, the youth is out there, but, well, thank goodness he's at least here sitting. Но Иисус так не говорит. But that's not what Jesus says. Хотя люди и пришли с разными неправильными мотивами. Although people came with different motives. Да, что там были люди, которые пришли, потому что хотели посмотреть на то, как Иисус исцеляет. There were people who came because they wanted to see how Jesus is healing. Возможно,
Они хотели покушать, потому что Иисус кормил людей. Maybe somebody just wanted to eat because Jesus fed people. Или, возможно, это были фарисеи, которые хотели просто найти что-то против Него. Or they were the Pharisees who just wanted to see something wrong again. Некоторые люди пришли просто посмотреть. And others just came to watch. И вот Иисус поворачивается к ним, и Он говорит: And so Jesus turns to them and says, «Я хочу, чтобы вы внимательно посчитали, сколько вам будет стоить быть моим учеником». I want you to carefully count everything up. How much will it cost you to be my disciple? Вот так, как эти два человека, которые один строил башню, а другой готовился к войне. Just like these two people, who one was building a tower and the other one was preparing for war, Они должны были посчитать, сколько же это им будет все стоить. they were supposed to count everything up, how much it will cost them. И вот Иисус говорит: если вы хотите быть моим учеником, And so Jesus says, if you want to be my disciple, вы должны посчитать, сколько это вам будет you стоить. need to count how much it will cost you, Это вам будет стоить всего. because it will cost you everything. Отношений с вашими родными, Relationship with your dear ones, всего вашего состояния. your whole state of being. Даже вам надо будет отказаться от самого себя. You need to even rebuke your own self. Если вы хотите быть моими учениками, If you want to be my disciples, вы должны отказаться от себя, you need to rebuke yourself. взять свой крест и идти за Take мной. your cross and follow me. Иисус никогда не говорил, что вы можете быть такими, знаете, на полставки христианами. Jesus never was okay with somebody being a half Christian. Только в воскресенье один раз прийти. Just on Sunday mornings one time. Господи, у меня есть свои планы, God, I have my own plans, и поэтому я прихожу к Тебе, благослови меня. and so I come to you and you bless me. Нет. No. Иисус говорил радикальные вещи. Jesus spoke of radical things. Он говорил, что мы должны следовать, абсолютно оставив все. He said that we need to follow him, leaving everything Мы behind. должны исчислить, сколько это будет нам стоить. We need to count how much it will cost us. И только тогда принять твердое решение And only then make the decision следовать за ними. to follow him. В Евангелии от Иоанна 17 главе Иисус молится свою последнюю молитву. John 17, Jesus is praying his last prayer. И он говорит еще такие радикальные слова в 20 стихе. And in verse 20, he says more radical words. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедино». I do not ask of these only, but also of those who will believe in me through their word, and they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, so they may be the one, even as we are one, and in them you in me, and in them and you in me, and they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you have loved me. То есть, что говорит Иисус Христос? So what is Jesus saying here? Он говорит: Отец и я, мы одно. He's saying, Father and I, we are one. И он молится и говорит: Отец, вот так как мы с тобою одно, And so he prays and says, Father, just as you and I are one, да будут мои ученики с тобою также едино. may my disciples also be one in you. Довольно-таки радикальное, не правда ли, высказывание? And this is a radical saying. Вы знаете, что Иисус Христос ничего от себя не делал. You know, Jesus did nothing of himself. Все, что делал Иисус Христос, это было то, что хотел сделать Отец. Everything that Jesus Christ did is what the Father wanted him to do. Иисус даже говорил такие слова, что Иоанна 5 глава, 19 стих: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». And in John 5:19, Jesus even says the following words. So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. Мы видим разницу в том, что то, что хотел Иисус, да, и то, что хотел, чтобы Бог сделал через Него в Гефсиманском саду.
we see a difference of what Jesus was doing and what God wanted him to do in the Garden of Gethsemane. То есть у Иисуса была тоже своя воля, и Он говорит Отцу: Отец, возможно, есть какой-то другой путь. And so Jesus had his own will, and he was pleading with the Father. He said, maybe there is a different way. Возможно, можно как-то по-другому это все сделать. Maybe something else can be done instead. Но Отец сказал: нет, это и есть тот путь, для которого ты пришел. But the Father replied and said, no, this is the way, the path that you came for. И апостол Павел говорит, что Иисус Христос смирил себя. Он смирил себя и был послушным даже до смерти. And Apostle Paul, he says that Jesus humbled himself and he became obedient even to the point of death. Однажды Филипп к нему приходит и говорит: Иисус, покажи нам Отца, и нам достаточно. And so Philip once comes to him and he says, Jesus, show us the Father, and that's enough. А что ему отвечает Иисус? Well, Он what does говорит: Jesus Филипп, reply? о чем ты говоришь? He says, Philip, what are you talking about? Ты со мною 3 года. You follow me for 3 years. Видевший меня, If you've видел seen и me, Отца. you have also seen my Father. То есть все, что делал Иисус Христос на этой земле, So было everything- абсолютно всем тем, что хотел сделать Бог на этой Everything земле. that Jesus was doing on this earth was exactly what God was doing. У Иисуса такое большое служение. He had such great ministry, Так много людей хотят Его увидеть. and so many people wanted to see И him. казалось бы, нужно провести время с людьми. And it seems that he would need to spend more time with people. Но Иисус уходил для того, чтобы побыть одному. But Jesus would separate himself in order to be alone, Потому что Он хотел знать, что хочет Отец от него. because he wanted to know what the Father wanted. Провести время. He wanted to с ним. spend time with him Для того, чтобы исполнить все то до конца, что показывает Ему Отец. in order to complete everything to the end, what the Father is revealing to him. Единство Иисуса Христа заключалось в том, что все, что делал Иисус Христос, The only thing is that everything that Jesus did было абсолютно всем тем, что делал бы Отец на этой земле. was the exact same thing that the Father как будто бы would do Отец here on Бог earth. The Father Ходил по God земле, would walk this исцелял earth людей, and heal people, изгонял бесов, would cast out кормил demons, их и служил людям. feed them, and serve them. Иисус Христос молится и говорит: And Jesus Christ, he Отец, prayed and he said, Father, помоги, чтобы мои ученики help that my disciples были также едино, would also С be as нами. one with us, так же, как и мы с тобой едины. just as you and I are one. Божий план заключался в том, чтобы мы не жили своей жизнью, The plan of God was in the fact that we wouldn't live our own lives, но чтобы Иисус Христос уже через нас жил. but so that Jesus Christ would live through us. Чтобы не я свои планы в жизни строил, So it's no longer me making plans for my own life, а чтобы Бог через меня. but God through me. Апостол Павел сказал Apostle Paul, he в said Галатам 2 главе: «Я сораспялся Христу, in Galatians chapter и 2, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in a flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Можем ли это мы сказать сегодня? Can we say this today? Уже не я живу, It is no longer I who live, но живет во мне Христос. but Christ who lives in me. Уже не моя жизнь, It is no longer my life. уже не мои планы, It is no longer my уже не plans. то, что я хочу, And it is not what I want, но то, что хочет Христос. but what Christ desires. И люди, смотря на меня, And people watching me, они не видят меня, они видят Иисуса. they no longer see me, but they see Jesus. Вот какой был план Божий, когда Иисус молился и говорил: «Отец, да будет они в нас едино», And this is the exact plan of God when Jesus prayed and said that let us be one, чтобы люди стремились исполнить волю Иисуса so that Христа. the people would try to fulfill the will of the Father. Иисус Христос говорит, что бремя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. And he says, for my burden is light. burden is light and my yoke yoke is is easy. Именно бремя, которое Бог дает нам, легко. The burden that God gives us is light. Возможно, со стороны люди будут смотреть на вашу жизнь и говорить: как Он это делает. Maybe some people will watch your life and say, how is he doing this?
Но то, что Бог определил для тебя в твоей жизни, это будет легко для тебя. But what God has predestined for you in your life, that will be easy for you. Знаете почему? You know Потому why? что иго мое благо. Because for my yoke is easy and А burden is что light. такое иго и что такое yoke? What is yoke and burden? В Старом Завете для людей это было понятно, для нас это вообще непонятно In the Old сегодня. Testament, people understood this, but we don't really understand. Это и были два животных, которые пахали. There were two animals that were working, И они были соединены между собой такой балкой and they had деревянной. this stick that they would tie them together to, И обычно одно животное было сильнее, чем другое. or actually a pole. And so one animal might be stronger than the other. И для того, чтобы один другого не опережал, они были соединены вместе. And they were tied together so that one would not go in front of the other. И когда один уставал, другой помогал ему. And when one was tired, the other one would help. Иисус говорит: иго мое благо. He says, my yoke is easy. Почему? Потому что Он с нами рядом. Why? Because He is along with us. Потому что Он помогает нам, когда нам тяжело. He helps us when it's hard. И то бремя, которое мы не несем его сами. And the burden that we carry on our own. Мы несем его вместе с Ним. We carry it on our own, but with Him. Только Его бремя And благо only для His нас. burden is light for us. Только то, что Он определил для нашей жизни, оно будет для нас доставлять удовольствие. Мы будем жить в мире, просто вокруг. Only what He has predestined it for us in our life is what's going to bring us joy in our life. Даже когда все вокруг, возможно, будет меняться и будет Even when everything тяжело. changes around us and it's going to be difficult. Бог определил для нас, чтобы мы, приходя к Нему, искали исполнять Его волю. God predestined for us so that when we come to Him, we would seek to fulfill His will. Но все начинается с наших отношений с Богом. But everything begins from our relationship with the Lord. Насколько мы желаем и хотим исполнить то, что Он предназначил для нас. How big is our desire in order to fulfill what He has predestined for us? Проанализируем свои молитвы Can we analyze our prayers и посмотрим, о чем мы молимся. and see what we pray for? Господь, благослови меня, у меня столько много планов. Lord, bless me. I have so many plans. Я верю, поэтому молодежь сегодня переживает такие сложности, так много anxiety in their life. I believe this is why the youth is going through so many troubles and so much anxiety in their life. Они пытаются жить свою жизнь. They are trying to live their И они life, приходят к Богу: Господи, благослови and меня. they come to God, God bless me. Они не приходят к Богу и говорят: Господь, что Ты хочешь, чтобы я They don't делал? approach God and say, God, what do you desire of me Господь, я today? хочу жить для I Тебя. want to live for Я you, хочу исполнить то, что Ты определил and I для want to меня. fulfill what you have predestined for me. Не то, что я хочу, Not what I desire, но то, что Ты хочешь для моей but what жизни. you desire for my life. И умереть для себя и взять свой крест, это означает исполнять волю Божью в And to своей die жизни. to self and to take up on your cross, it's to fulfill the will of Что был God. крест для Иисуса Христа в Его жизни? What is the cross for Jesus? Это было просто, это была воля Божья. It was the will of God. Бог определил, чтобы Иисус умер на кресте. God has predestined it for Jesus to die on the cross. Иисусу надо было смириться и исполнить волю Божью. And Jesus humbled himself in order to fulfill the will of И God. именно таким образом Иисус говорит: если вы не откажетесь от себя и всего, что вы имеете, And so in this way, Jesus says that if you don't rebuke and cast aside everything that you desire, и не возьмете креста, and you don't который я take my предлагаю, cross, вы не можете быть моими учениками. you cannot be my disciples. Радикальные вещи говорил Иисус Radical Христос. things that Jesus spoke. Друзья мои, я Friends. хотел бы, чтобы мы встали, мы совершим короткую молитву. I would like for us to stand and fulfill a short prayer. Вы знаете, друзья, что легче, наверное, говорить, чем действительно жить так. You know, it's a lot easier to speak than to actually live in such a way. Но только таким образом, я верю, друзья, христианин может быть действительно удовлетворенным и счастливым в Боге. But only in this way, I believe a Christian person can be successful and delight in their life. Когда он действительно понимает, что то, для чего он был рожден на этой земле, он живет этим. When he understands that what he was birthed for on this earth is what he's living. Только тогда он может действительно наслаждаться своей жизнью. And only then you can fully enjoy your Даже, life. возможно, это будет непросто. And it may not be easy,
Но это бремя будет легко. but the burden will be light. Потому что это Его бремя. Because it is His burden, Потому что это Его план для нашей жизни. and it is His plan for our life. И оно благо, оно легко And для it is нас. good, and it is easy.